Ну, сейчас-то я вас раскрою. Я обожаю шоу «Орел и решка». Говори, говори. Мне хотелось уже отказаться, сбежать, зарыдать, проклясть всех, кто находится рядом. Ну, кто бы так не хотел. Я уверена, у нас будет офигенное интервью. Первый проект в России, где ты сможешь добиться успеха. На каждый выпуск мы приглашаем гостя, от которого ты узнаешь все о его пути к успеху, и у тебя появится шанс воплотить все твои мечты в реальность. Это Red Show, я его ведущая Зубарева Регина. И сегодня у нас в гостях ведущий шоу «Орел и решка» Мегаполисы Антон Зайцев. Привет, Антон. Здравствуй. Как у тебя дела? У меня дела прекрасно. Во-первых, хочу сказать спасибо тебе, что пригласила во все это действо феерию. Я-то ожидал увидеть какую-то небольшую такую компанию самозванцев, а тут судя по количеству техники, вообще на Мосфильме сегодня выходной, потому что все вот это съемочное тут. Так что я надеюсь на плодотворный, структурированный, серьезный диалог двух седовласых старцев. Да, спасибо тебе, что согласился и пришел на наше шоу. У меня сегодня был плотнейший график, у меня сегодня было ничего, поэтому... Спасибо, что нашел время. Вот, я уверена, у нас будет офигенное интервью. Конечно. Антон, тебя все сейчас знают как путешественника, который много где побывал. Я уверена, у тебя накопилось очень много впечатлений за все твои поездки. И ты мог бы рассказать о самом запоминающемся моменте из всех твоих путешествий? Тебе интересны мои впечатления, связанные именно с какой-то страной, или с каким-то пищевым откровением для себя, или с каким-то самым экстремальным, самым... Давай классифицируем. Давай тогда сфокусируемся на еде. Начнем с еды. Да. Прекрасно. Самое яркое мое гастрономическое впечатление, помимо того, что я покоритель черепаховых супов, сердца кобры и прочего, самое яркое, что я пробовал, это было в Южной Корее, в Сеуле, столице. Это был скат. Но скат непростой. Знаешь, как в сказке, но скат непростой. Я попытаюсь это сказать как-то красиво. Это был скат, ферментированный в собственной урине. Скат, который никак не может, у него нет мочевыделительной системы, и поэтому он как бы копит в себе, через поры это все выпускает. 2 месяца его держали в подземельях, 2 месяца он готовился для меня, чтобы вкусно поданным быть ко столу в сыром виде. Пробуешь это как севиче и понимаешь, что жизнь до этого была прекрасной, а вот сейчас начались в ней проблемы. За тебя, Сеул! Вся съемочная группа радовалась эмоциям на моем лице, потому что они хотели их добиться. Но это было по типу, как ты заходишь в общественный туалет в день города, какого-то очень большого города, где выступают звезды, и 1 миллион человек туда ломится, и после этого начинаешь пробовать это на вкус. Это было удивительное вкусовое ощущение. Незабываемое. После этого не страшно. А тебя как-то уговаривали, чтобы ты это попробовал? Или ты сразу соглашаешься? Ну, во-первых, эти люди физически сильнее меня. А во-вторых, я должен это делать. Это обязанность ведущего такой передачи — пробовать на себе, скривиться, проклясть всех, кто находится рядом со мной, и пробовать дальше. Но это было интересно. После этого, знаешь, не страшно пробовать шаурму у белорусского. Это точно. А были ли моменты, когда ты отказывался что-то пробовать? Нет, я довольно крепкий парень. Ну, и, знаешь, после этого не было ничего такого супер страшного. Я вполне себе... Только ты ел это из команды или другие участники съемочной группы пробовали? Ты знаешь, тут есть удивительное распределение. Когда тебе приносят в каком-нибудь дорогом мишленовском ресторане Гонконга лобстера и омаров, почему-то тут же ты видишь по взглядам ребят, что они не против это съесть. Не только по взглядам, они прямо прямым текстом тебе говорят: мы не против это съесть. И так как их больше, и они увереннее, то ты оставляешь это. В случае со скатом я не увидел такой же большой уверенности в их глазах, но в поддержку меня они попробовали. Да Мало ладно? того, попробовал оператор, режиссер, попробовали люди, корейцы, которые это приготовили. Этот ресторанчик держала семья, бабушка лет 150, но она была, правда, такая в годах.
и ее 3 сына, которые держат этот ресторан. Я заставил всех их попробовать, отомстил всех и всей их семье за те минуты вкусовых унижений. Слушай, я обожаю шоу «Орел и решка», я стараюсь следить Ведь как я, можно... во-первых, спасибо, во-вторых, я попросил тебя это сказать, поэтому говори. Да, вы подкидываете на самом деле и выпадает ведущий, как выпала монетка, или все-таки зависит от страны, где вы находитесь, от города? Мы подкидываем монетку на самом... Я тоже сначала сомневался в этой традиции, когда говорю, ну сейчас-то я вас раскрою, я же уже внутри, сейчас я все себе расскажу, потому что другим рассказывать не буду. Но оказалось, что действительно мы подкидывали монетку, и вот в Бразилии я мечтал быть по-богатому, допустим, и мне выпало на стартовой и беднота, нищета, и я ушел в закат. Да, мы подкидываем, но другое дело, что иногда по-бедному очень прикольно. И я почти ни разу не пожалел, что был по-бедному во многих странах. А где ты был по-бедному, в каких странах? У нас счет 11-9 в пользу Оли. Она была по-богатому 11 раз, я всего 9. И у меня был антирекорд, по-моему, среди всех ведущих. Я одно время 5 стран подряд был по-бедному. По-моему, как-то так. 5 стран подряд? Ну или 4, или 5, не помню. Причем многие, это была Африка. Повезло тебе. Там по-бедному, так по-бедному. И это здорово, это такое количество впечатлений, все очень часто идет не по сценарию, и это здорово. Вы в выпусках рассказываете очень много моментов, о фактах, о истории, о интересных местах, и это очень все компактно Потому что умещается. у нас есть доступ в Википедию. Окей, отлично. Теперь я знаю, откуда вы берете свои Нет, сценарии. Не совсем. На самом деле там большая команда, естественно, понимаешь же, что не двое ведущих, огромная команда, которая в том числе занимается и поиском интересной информации, то, что порой не найти, просто копаясь в интернете. И в этом еще одна отличительная черта шоу. Я уверена, что это занимает огромное время, подготовка к поездке в каждую страну, потому что вы рассказываете о лучших отелях, о самых дешевых отелях, о лучших местах, это очень круто. Так вот, в выпусках вы говорите, что вы находитесь в каждой стране 2 дня. Признайся, сколько на самом деле времени вы проводите? А на самом деле мы снимаем чуть больше, и, понятное дело, за 2 дня, но сложно это сделать. Мы находимся 3 дня, и это не особый секрет, об этом рассказывают и продюсеры, если смотреть в интервью. 3 дня, очень плотный график, естественно, мы не так много спим, не так много едим. Ты успеваешь насладиться страной и местом, где ты находишься? Слушай, безусловно, но вряд ли бы я, поехав сам куда-нибудь в Мексику, прокатился бы, полетал бы на воздушном шаре, пожил бы в отеле «Змее» и подрался бы с лучшим лучидором. Лучидор — это армрестлинг и прочее. Поняла. То есть у тебя достаточно плотный график. Достаточно. Говоря о твоих путешествиях, не затрагивая еду, Да. какие еще были самые незабываемые моменты? Да, собственно, все эти полгода, которые мы снимали сезон, это были незабываемые моменты. Повторюсь, что я это все записывал. У нас, знаешь, начиналось все с самого первого выпуска, когда нам решили сделать испытание, и мы были в Макао. И, собственно говоря, мы оба прыгали с самого высокого банджи-джампинг в мире. Это было сильно. 5, 4, 3, 2, 1. This is Sparta. Go, go, go! Я до этого прыгал с парашютом и думал, что мне как бы не страшно, но тут я познал жизнь. Какая высота была? 200 с чем-то метров, если не ошибаюсь. Нет, это было достаточно высоко, но просто понимаешь, когда тебя держит только веревка, привязанная к твоей ноге, Да. то возникает желание передумать. Причем передо мной прыгала Оля, моя соведущая, она прыгала спиной назад, покоряясь там всем течением ветра. И, естественно, я не мог, мне хотелось уже отказаться, сбежать, зарыдать, прижаться плечом и оросить слезами плечо режиссера, но отступать было некуда. Нас снимали операторы, стоя на вот этой площадочке, ребята пытаясь как-то там пристегнуться страховкой. Но это было действительно страшно, это самый высокий банджи в мире, он и самый безопасный, но я говорил Оле, что никогда не страшно быть первыми, значит, никогда не поздно стать первыми в самом безопасном банджи в мире. И вот оттуда началось, в этом же выпуске я ночевал в Макдональдсе, например, и ночевал, да,
я познал жизнь. От меня до сих пор, да, пахнет Big Tasty, потому что, ну, я там довольно долго провел. Безусловно, одно из самых ярких впечатлений — это моя поездка в Бразилию. И то, когда я увидел в графике, насколько это было круто, потому что, ну, я всегда, знаешь, я, наверное, лет с 8 смотрел эти карнавалы в Рио, с 8 лет смотрел на бразильянок, я рано повзрослел, смотрел все возможные эти парады с телефонов и прочее, прочее. Ну, вот их знаменитые бразильские карнавалы, ради которых вообще весь мир туда приезжает, которые начинаются перед постом. И мы как раз попали на этот парад чемпионов, и я как раз сидел на трибунах, в самых дальних, потому что я путешествовал по Бедному. Оля там шла в костюме какой-то оранжевой ведьмы. Не повезло, конечно, девчонке. Но и тем не менее, вот это тот момент, когда по Бедному было круто, потому что рядом 70 тысяч человек, или 80 тысяч, самбодром длиной в 700 метров, 2 оркестра, которые находятся в самом начале и в самом финале, в конце этого самбодрома, и они играют абсолютно синхронно, пока идет одна школа самбы в течение часа 10, они играют одну и ту же песню. И как люди, трезвые, нетрезвые, совсем нетрезвые, кричат, обнимают, целуются, поют. Ну, это такая невероятная энергетика. Слушай, говоря о девушках, Наконец-то. ты затронул тему девушек из Бразилии, то, что они тебе симпатичны. Вот так я отвечу тебе. Расшифровывай. Так как ты, опять же, много путешествуешь, были ли у тебя отношения за границей? Слушай, безусловно, когда ты путешествуешь по другим странам и видишь другие культуры, и видишь, допустим, тех же женщин из племени Химба в Намибии, которые обмазываются глиной, выбивают себе 4 нижних зуба, потому что им так кажется красиво и так приятнее целоваться, эту красоту тебе сложно принять. Но в той же там Бразилии, в той же в Кубе, тоже в каких-то азиатских странах, конечно, иногда очень приятно любоваться всеми представительницами прекрасной половины человечества и другого гендерного подвида. Но к вопросу о том, были ли какие-то отношения, все это можно... Ты видишь, у нас очень трушный сезон. Мы почти все из этого снимали. И если вот сейчас посмотреть неизданное, которое вышло, там про все это раз. Смотрим неизданное «Орел и решка», узнаем, были ли отношения у Антона за границей. Как ты проводишь свое свободное время, когда оно у тебя В появляется? поездках? И в поездках, и в жизни, когда ты возвращаешься после путешествий. На что ты его тратишь? А в поездках я сплю оставшиеся 5-6 часов, 4, 3, 2. Пытаюсь читать, подтягивать. Ну, то же самое я делаю и не в поездках. Подтягивать свой английский и прочее. Меня как-то приучили с детства. Мне в 4 года бабушка научила читать, а дедушка пить пиво. И поэтому я стараюсь соответствовать этому принципу и этому девизу на протяжении уже 21 года и далее. Да пытаюсь как-то все вкладывать в свою профессию, потому что, ну, она как-то неотделима от меня. Все равно все же говорят, ну, ребята, ну, вы же путешествуете, познаете, ну, что это за работа? Вам еще и деньги платят за то, что вы Работа ходите, мечты. бродите, языком что-то мелите и едите эти сердца кобр. Ну, кто бы так не хотел? Вот, и чтобы подольше быть на этой работе мечты, я пытаюсь как-то вкладываться в себя. Помимо самообразования, какие топ-3 приоритета у тебя есть в жизни, на которые ты делаешь акцент и которые, по твоему мнению, привели тебя к успеху? Где ты сейчас? Безусловно, любить то, чем ты занимаешься, но это как бы звучит очень просто, пафосно и как-то обыденно и легковесно, но странно заниматься тем и посвящать ему поскольку-то 2/3 своей жизни тому, что ты не любишь. Логично? В общем, любить свою работу, мне кажется, это прям безусловно важно. Во-вторых, посвящать ей много времени, потому что, видишь, я же веду не только на телеке, я веду много мероприятий, мне это очень нравится, концерты и прочее, и вижу очень много творческих людей, заряженных, каких-то популярных, непопулярных и прочее. И знаешь, очень видно человека, который живет и болеет тем, чем он занимается, сразу видно. Причем видно людей, которые занимаются этим с детства и которые проносят это через всю свою жизнь, и это так круто. В общем, заниматься этим и уделять много-много времени, делать это как-то по-честному. Третье – брать с собой гречу в путешествие. Это третий залог. Откуда такой залог появился? От предыдущих ведущих решки и режиссеров я знаю, что без этого не выжить. Когда у тебя $100, ты выживаешь за счет
Гречки. Да даже когда у тебя 150. Гречка. Хочется иногда попробовать чего-то своего. Вот это. У тебя 15 тысяч подписчиков в Пока Инстаграме. 15, да. Из этих подписчиков есть очень много ребят, которые за тобой наблюдают и Да, 7. хотят... Я знаю всех этих людей. И эти 7 людей очень хотят добиться успеха, как и ты. Безусловно. Готов ли ты им помочь добиться этого успеха? Конечно, я только за, чтобы, во-первых, моей целевой аудиторией были яркие, креативные ребята. Я убеждаюсь в этом каждый раз, когда устраиваю какие-нибудь странные конкурсы, в которых победой является возможность картавить по четвергам или возможность фотосессии с Сальмой Хайек, и я прикрепляю просто голову Сальмы Хайек рядом с ними, и они довольны. То есть вот такие у меня призы. Я вижу, что это креативные ребята, которые ради какой-то движухи это делают, и буду, безусловно, рад. Я уверен, что среди них и знаю, что среди них огромное количество успешных людей. Так как ты уже зародил у себя эту традицию в Инстаграме, где ты помогаешь своим подписчикам быть креативными, мы попросим всех твоих подписчиков выложить минутное видео Да. в свою ленту, где они рассказывают о своих проектах, которые они уже начали реализовывать или хотят начать реализовывать, и они должны отметить тебя и меня в Инстаграме, конечно же, подписаться, и мы с Антоном обязательно просмотрим все ваши видео, выберем победителя, и победитель попадет к Антону в сторис на 24 часа. Ребята, 24 часа неземного успеха. Вас увидит мой брат, родители, Краснодар, возможно, Самара. Хорошо, Антон, возвращаясь опять же к твоим подписчикам, когда ты только стал ведущим Да. шоу «Орел и решка. Мегаполис», я уверена, были различные комментарии в твою сторону. Это моя любимая рубрика, да, комментарии. Был хейт, 100% был хейт. Хейт это как будто бы имя какого-то лондонского джентльмена. Хейт. Да, Хейт он Смит. там присутствовал. Да. Как ты борешься с хейтом? Я отлавливаю этих людей на станциях метро и отвожу в полицейские участки. Ну, на самом деле, я понимал, что это в любом случае будет. Ну, во-вторых, половину из этих комментариев все равно пишет Оля, половину я, чтобы была какая-то движуха обо мне. На самом деле это здорово, во-первых, если они оправданы, и, во-первых, если они несут с собой не просто не просто комментарии внешности, длины носа и прочего, а если они несут за собой какую-то действенную основу, то я это читаю и прислушиваюсь, и как-то пытаюсь себя менять, если мне кажется, что это действительно так, и я к себе с такими же требованиями подхожу. Но если это просто забавная чушь, тогда я это коллекционирую, вместе со своим братом записываем. Кстати, давненько мы этого не делали, и надо уже нам продолжить. Я видела это видео в Инстаграм, где вы читали комментарии. Антон Птушкин, Антон Зайцев. Кто следующий? Антон Лама. Что за зверинец? Надо нам уже продолжить. Давайте выпускать. То есть это твой брат? Это мой брат. Он с тобой в Москве? Старший брат, да, он переехал на 8 лет раньше меня, подтягивал меня сюда. У меня творческая семья, и папа, и мама, и брат работает в театрах, в мюзиклах, в больших театрах страны, в Театре нации, в Санкт-Петербургской мускомедии, живет на 2 города. Он лауреат «Золотой маски», это театральный Оскар нашей страны. И у меня классная семья. Да, мне есть всегда за кем подсматривать. Говоря о проектах, ты снялся в последнем выпуске шоу «Орел и решка. Мегаполис». Очень надеюсь, что это не последний выпуск. Будет ли продолжение? Безусловно, будет, и очень надеюсь, что с моим участием. Я уверен, что этот проект, хоть он уже и 8 лет, но он не теряет актуальности, потому что, сложно потерять актуальности путешествий. Вряд ли когда-то у людей замкнет что-то такое, они скажут: нет, я лучше посижу дома, приготовлю борщ, но никогда и никуда не поеду. Видишь, это огромная возможность людям, если нет финансовой возможности путешествовать. Конечно, здорово путешествовать все-таки по-настоящему и выезжать куда-то. И я уверен, точнее надеюсь, я знаю, что программа на это и мотивирует. Но в том числе, если по каким-то жизненным обстоятельствам в данный момент путешествовать невозможно, то это хороший способ оказаться где-то и посмотреть, как 2 странных мультипликационных персонажа ночуют в Макдаке. И кушают скаты. И да, как тебя зацепило. Помимо шоу «Орел и решка», где ты себя видишь? Я очень люблю телек. Я
на нем достаточно давно, если так можно говорить. Когда мне было 8 лет, я попал в такой телевизионный проект. Ну, естественно, мне повезло, у меня там работала и семья, и друзья, и по блату практически. Но я надеюсь, что я все-таки как-то был достоин того. 8 лет сложно, правда, оценивать адекватно свои творческие силы. Но я попал в классный творческий проект в Екатеринбурге, который тогда гремел, 5 с плюсом. Это первое детское музыкальное шоу было не только в Екатеринбурге, практически у нас в стране, если не считая там «Утренней звезды» и прочее. И это было очень здорово. Я вел там маленькую рубрику, касающуюся игр, которые можно играть дома на природе и прочее. Потом стал вести это шоу. И как-то вот так с 8 лет это пошло. То есть твой акцент идет на телепередачи? Мне безумно нравится все, что связано с ведением. Я искренне считаю, знаешь, что музыка — это очень сильно, и слово — это очень сильно, потому что та же самая музыка, просто обращенная в речь и без какого-то материала звукового, инструментального. И мне бы хотелось в этом все, что касается телевидения, радио, все, что касается ведения мероприятий, которые я безумно люблю, в этом реализоваться. Я желаю тебе, на самом деле, удачи. Все, мы расходимся. Нет, еще не расходимся. Я просто уверена, что у тебя Спасибо. все получится во всех твоих проектах и начинаниях. Так как ты наш первый гость, Да. ты начинаешь рубрику «Подвешенный вопрос». Отлично. Как ты видишь, перед тобой лежит сундук. Я вижу, что у вас Блокнотик. большой бюджет мероприятий и ваших Большой. съемок, потому что у вас Какой есть сундук и блокнот. Блокнот. А я только Да. что оторвал от него ценник, а там на секундочку. Большая сумма. Ну, 110 Крупная. рублей на дорогах не валяются. Именно. Значит, тебе нужно написать вопрос Да. нашему следующему гостю. Я не знаю, кто этот гость. Нет, ты не знаешь, кто это, чем он занимается, откуда он. Хорошо, Руслан. Прикинь, если бы я попал, было бы здорово. Пиши все, что хочешь. Давай я ему задам какой-нибудь странный абстрактный вопрос. А его надо озвучивать или он его Нет, увидит? это останется секретом. Следующий наш гость прямо его прочитает. Ты и смотришь, сразу да, же- смотришь, как я пишу? Это не шведский, это русский. Просто у меня Непонятно. странный почерк. Молодец. Все, я готов. Да, все. Давай, кладем сундучок. Я думал, там смерть Кощея, но нет. Ну, вот, в принципе, и все. Вопрос готов к следующему гостю. Все, пусть он мучается, я посмотрю следующий Обязательно сюжет, следи и за пусть он выпуском. только не ответит на мой вопрос. Ребята, а теперь конкурс от нашего Red Show. Что вам нужно сделать? Под нашим выпуском YouTube вы должны написать свои самые интересные вопросы по поводу путешествий, которые вы бы хотели задать Антону Зайцеву. Мы обязательно с Антоном пройдемся по всем вопросам и выберем топ-5 лучших комментариев, на которые, конечно же, мы и ответим спустя неделю. Так что обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчик, чтобы знать, когда у нас будут ответы. Но это еще не все. Помимо этого, из топ-5 вопросов мы выберем топ-1, самый интересный вопрос, автор которого получит класснейший подарок от нашего шоу и от нашего гостя Антона. Про подарок рассказывай? Да, Антон, расскажи, что ты принес. Значит, мы как-то с моими лучшими друзьями играли в игру. Да. Надо было не просто элегантно прибухнуть, а сказать тост. И выиграл мой друг Никита, который сказал, что почему человеку очень важно, чтобы рядом с ним всегда находились друзья, девушка любимая, жена и прочее. Человек, который его сопровождает по жизни. Потому что человеку всегда нужен свидетель. Свидетель всех событий в его жизни, которые происходят. Потому что эмоция с кем-то неразделенная не считается эмоцией, если ты ей не поделился. Глубоко. И вот тогда появился этот персонаж, которого я изначально нашел, мне он нужен был для съемок еще там, в Екатеринбурге, а потом я понял, что это самая роскошная спутница, и которая пропутешествовала со мной пока что 29 стран, а дальше больше, но я хочу, чтобы вот эта она досталась человеку, это Сью. Курица Сью, хотя многие утверждают, что это петух, потому что тут хохолок и гребень. Ну да, но похоже. я отрицаю это. Это курица Сью, которая попутешествовала со мной 29 стран. Не везде, она есть в моем инстаграме, не везде я ее всегда выкладывал, но еще придет то время. И вот я презентую ее вам, чтобы вы, но обещайте, что вы с ней поедете хотя бы в Мытище и сфотографируете. Поэтому я вот с удовольствием, с пиететом, с волнением подарю автору самого яркого и интересного вопроса мою спутницу. Ставлю ее сюда. Это хранительница шкатулки пока. Слушай, Она издает звуки.
Да. Это я, когда прыгал с башни Макао. Примерно с таким же Напоминание криком. тебе все-таки присутствует в этом подарке. Очень классный подарок, нереально классный подарок. О, да. Куча Я историй. выбирал между Бентли и Ну, конечно, это лучше. трехкомнатной Сью. квартирой в пределах кольца и с Юхой. Ну, а с нашей стороны, в качестве подарка, мы пришлем снимок полароидный. Полароидный снимок, который останется на века с нашим гостем и его подарком. Это очень круто, Polaroid. красиво. Polaroid спонсор шоу, Red Show. Спонсор от шоу Polaroid. Запечатли Так, моменты. мне надо принять идиотическое или вдохновленно Как ты хочешь, чтобы тебя видел человек, который получит эту фотографию? Ты готов? Да. Я не успел. Сейчас посмотрим. Так. Надо подождать. Ну, пока мы ждем, ты мог бы оставить какое-то пожелание. Давай, с удовольствием оставлю. Ручкой? Да, держи. Это с каждой минутой бюджет шоу все увеличивается, увеличивается. У вас еще есть и Polaroid, и ручка. Да простит меня человек, который это получил. Я попытаюсь нарисовать автопортрет свой. Зайчик? Сейчас. Да, конечно. Конечно. Зайцев, да, зайчик. Конечно. И цитату. А из какого произведения? Пусть этот человек разгадывает сам, если поймет мой почерк. Наверное, будет самая яркая часть шоу, как я что-то пишу. Ну и, конечно же, победитель этого конкурса должен обязательно сфотографироваться со снимком и подарочком и отметить наше Red Show в Инстаграме, ну и, конечно же, Антона. Слушай, я все размазал, что мог, но тут будет написано: в мире нет беспросветных ночей. Все. Какое-то произведение? А вот пусть посмотрят. Это на русском. Да, просто. Ну что ты хотел бы пожелать зрителям Я нашего... возьму ее в руки. Да. Что бы ты хотел пожелать зрителям нашего шоу? На самом деле, сложно мне чего-то советовать, потому что я сам еще довольно начинающий, делающий первые робкие шаги человек вообще на телевизионном поприще, но очень надеюсь, верю и буду... Извините, Сью, молчи, еще рано. Я разбросаю сейчас ей зерна, посиди пока. Но очень надеюсь, что я буду это продолжать и двигаться, и во всяком случае максимально прикладывать усилия, чтобы двигаться вот по телевизионному ящику и дальше, и в визуальном вообще формате. Знаешь, когда я учился в театральном институте, еще в Екатеринбурге, за несколько тысяч километров отсюда, несколько, к нам на втором курсе, это было 5 или 6 или 7 лет назад, когда это было, 6 лет назад, на втором курсе пришел режиссер одного из московских театров и сказал такую удивительную вещь, которую я себе таким выделил девизом, знаешь, что в скрижалях своей памяти зафиксировал. Он сказал, что в принципе все уже придумано до нас. Ну, действительно, все еще придумано в Древней Греции и даже раньше. Нету идей, которые бы не повторялись циклично. И когда нам кажется, что вот это же уже было, это уже есть, зачем я буду это делать? На самом деле это говорит в нас лень, надо как-то подниматься и делать. Так вот, в жизни, в творчестве, в бизнесе, в путешествиях было все, не было только вас. Вот я вам желаю себя в этом во всем обрести. Да? Очень классное пожелание. Супер, спасибо тебе большое. Дальше я пущу слезу, чтобы это было красиво. Спасибо большое, здорово, Спасибо круто. тебе. Сейчас у нас бэкстейдж, где я оказываюсь типа мерзким человеком. Блядь, все, где мое фондю?